Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Когда наступает сезон яблок, у меня всегда есть дежурное слоеное тесто в холодильнике, потому что из него можно очень быстро приготовить вкуснейшую выпечку. Ну а если немножко заморочиться, то еще и оригинальную и красивую. Готовим вкуснейшее печенье с яблочной начинкой. Итак, у меня здесь килограмм яблок. Я очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Можно порезать мелко пластинками, неважно. Далее на сковородке с разогретым сливочным маслом я буду обжаривать яблоки до выпаривания влаги. Если яблоки кислые, то стоит добавить пару ложек сахара, если сладкие, не добавляйте. И также пакетик ванильного сахара для аромата я добавляю, хотя яблоки сами по себе очень вкусно пахнут. Когда жидкость испарилась и начинка загустела, я ее сразу же снимаю с плиты, перекладываю в миску, чтобы она остыла. И далее рабочую поверхность я припыляю мукой. У меня вот килограмм слоеного теста дрожжевого. Можно, конечно, брать и бездрожжевое, тут уже как вы хотите, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы подошла выпечка. Я развернула вот так, у меня целый пласт, и немножко прокатываю, чтобы толщина теста была приблизительно 5 миллиметров. И далее понадобится нам вот такие вот дно от круглой формы разъемной. У меня диаметр 26 сантиметров, ну или большие тарелки, или какие-то подносы. И вырезаем круги. У меня сразу рядом поместилось 2 круга. Я вот так вот вырезаю, аккуратно, делается все легко, в принципе быстро. Можно, конечно, не заморачиваться и делать какую-то другую форму, но сегодня захотелось красивой формы. Лишнее тесто я убираю, потом тоже буду раскатывать и делать печенье. Ну, а круги вот так вот я делаю наметки, чтобы у меня получились ровные сегменты. Сначала заворачиваю, а потом по этим складочкам разрезаю. Круг у меня, получается, я делю его на 8 сегментов. Важно, чтобы диаметр круга был не менее 26 сантиметров, потому что такой формы печенья формировать нужно, чтобы треугольник был большой. И далее я делаю с каждой стороны треугольника по 2 надреза. Один немножко длиннее, другой внутренний чуть-чуть короче. Можно даже сделать это ножом, если у вас нет такого приспособления. Очень все просто, быстро, но вместе с тем будет оригинально. И далее я раскладываю начинку по 1 чайной ложке, ну такой сверхом, на каждый треугольничек вовнутрь. Вот я разложила ее сразу на 2 круга. И вот так вот очень легко я заворачиваю и делаю печенье. Просто подворачиваю с каждой стороны и скрепляю. Очень просто, очень легко, видите, и получаются такие оригинальные, как сосулечки, или как их можно назвать, я не знаю, такие печеньки. Напишите, кстати, в комментариях, на что они вам похожи. Вот так я сформировала сразу же, перекладываю на противень, на застеленный пергаментом, либо вот у меня коврик такой антипригарный. И далее я смазываю просто яйцом, я его взбила слегка вилкой. И выпекаю 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовки. Очень быстро, друзья. Конечно, можно просто порезать на квадратики, на какие-то кружки внутрь выложить. Но вот сегодня именно захотелось такой оригинальной выпечки. По желанию присыпаем сахарной пудрой. Но о том, что это вкусно, я думаю, понимают и знают все. Разговаривать и рассказывать не нужно, потому что слоеное тесто – это палочка-выручалочка. И какую начинку не использую, всегда будет вкусно. Надеюсь, видео вам понравилось, рецепт был полезен. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем мира и добра!